Всем привет, я Марина и с вами Школа Сакрамел. В предыдущем видео поделилась с вами секретом чистого подкутикульного кармана, а в этом видео расскажу, как нанести гель-лак под кутикулу. Это видео будет для начинающих мастеров, расскажу вам самый простой способ, который сможет выполнить каждый. Давайте приступать к видео, поехали! Мы выполнили маникюр, сделали выравнивание ногтевой пластины, и теперь самое время приступать к нанесению цвета. И для того, чтобы цвет не затекал под кутикулу, необходимо обезжирить ногтевую пластину и снять с нее липкий слой. Из-за липкого слоя возможны затеки. Обязательно проходимся под кутикулой. Если это неудобно сделать пальцем, вы можете взять апельсиновую палочку, намотать салфетку на палочку и пройтись ею. Либо использовать плоскую кисть, смачиваем в обезжиривателе и также проходимся по пазухам. Обязательно стоит подождать, пока обезжириватель испарится. Если останутся мокрые участки, то цвет будет разжижаться и затекать. На клиента мы не дуем, можно сделать вот таким образом рукой, для того, чтобы вся жидкость испарилась. Следующий лайфхак для глубокой прокраски – это отодвигание кутикулы палочкой. Также можем сделать это пушером. Мы не просто толкаем кутикулу, а выполняем приподнимающее движение, чтобы раскрыть подкутикульный карман. Для того, чтобы было лучше видно прокраску под кутикулой, будем использовать плотный бордовый оттенок. Первым этапом важно опустить палец немного вниз, для того, чтобы не было затеков. Обязательно делайте опору мизинцем. Без опоры мизинцем не получится, кисть будет дрожать на поверхности и цвет будет распределяться неровно. С опорой мизинцем мы делаем движение только своими пальчиками, проглаживая поверхность. Первым этапом мы толкаем материал как можно ближе к кутикуле, но с небольшим отступом. И медленно спускаемся вниз, широко раскрывая кисть. Таким образом у нас покрывается большая часть ногтя. После этого мы должны повернуть палец на бок и своим мизинцем оттянуть, ну или, например, безымянным, кому как удобно, или, например, верхним захватом, оттянуть кожу в зоне синуса, вот здесь, чтобы прокрасить. Ставим кисточку по диагонали и распушаем ее. Чем сильнее вы ее раскроете, тем тоньше она станет и легче прорисует ровный периметр. После чего поворачиваем руку на другую сторону. Большим пальцем оттягиваем кожу и также по диагонали располагаем кисть. Ошибкой будет, если вот так вот буквой Г прокрашивать синусный поворот. Наша задача развернуть кисть и описать окружность синуса. Идем медленно, ждем, пока материал самостоятельно распределится по боковой стороне. У нас уже прокрашен ноготок, но пустая зона около кутикулы. Мы ее хорошенько оттягиваем. Если появляется маленький затек, обязательно убираем апельсиновой палочкой. Она очень хорошо в себя впитывает материал и от затека не остается следа, но нужно работать достаточно быстро. Для зоны прокраски под кутикулой будем сильно-сильно отжимать кисточку во флаконе. На ней практически не должно остаться материала, только цветной пигмент. Оттягиваем кутикулу, ставим кисточку вот так. И медленными стежковыми движениями, сильно распушая кисть, прорисовываем близко к кутикуле. В момент прокраски под кутикулой я не дышу, чтобы рука не дрогнула. Когда заполнили весь периметр, беру остатки материала и толкаю их к кутикуле, тем самым образую ровную линию. И только затем уже выглаживаем поверхность на себя. Располагайте кисть лежа, для того, чтобы не было проплешин на поверхности. Если ставить кисть под углом 45 градусов, вы будете просто снимать весь материал, и на поверхности будут образовываться кратеры и неровности. Поэтому проглаживаем только на себя и лежа. Делаем быстрые движения от кутикулы до свободного края. Можете даже про себя считать. Раз, раз, раз. При помощи такого счета у вас точно все получится.
Первый слой готов, нет никаких затеков, и отправляем в лампу на просушку. Я до сих пор кожу оттягиваю и отпускаю палец клиента только в полете в лампу. Поскольку вы только начинаете, рекомендую наносить материал по одному ногтю. Опустили палец вниз, толкнули насколько могли. Первое движение длинное. Боковые стороны прокрашиваем, описывая окружность. Поворачивайте палец клиента так, как вам удобно. Если держать палец в статичном положении, то прокраски под кутикулу и на боковых сторонах не получится. В более труднодоступных местах вы можете прокрасить тонкой кистью, например, при объемных валиках или глубоко посаженной ногтевой пластине. Важно работать не кончиком кисти, а ее пузиком. Если работать кончиком, то поверхность под кутикулой будет неровная при отрастании. Если не хватает плотности цвета, можно добавить небольшое количество материала. Но не переусердствуйте. Толстый слой при просушке в лампе может скукожиться. Темные цвета просушиваем не менее 30 секунд. Точное время просушки вы можете запросить у производителя. Подписывайтесь в социальных сетях, там вас ждет еще больше полезной информации. Если ногти трапециевидные, то иногда имеет смысл не прокрасить вот эти треугольные части, боковые стороны ногтя, для того, чтобы он смотрелся визуально более узким и ровным. При виде сверху этот один непрокрашенный миллиметр даже не будет заметно. Торцы по желанию можете запечатать, если вам нравится, когда они прокрашены. Но, пожалуйста, делайте это не вот таким образом веником, а аккуратно, перпендикулярно, прислоняя кисть к поверхности. После чего не забудьте разровнять поверхность, чтобы убрать наплыв с торца. А сейчас новая рубрика Nail Эксперимент. В этом эксперименте мы определим, какой из цветных гель-лаков просыхает быстрее за одно и то же количество времени. Тестируем белый, черный и красный цвет. Наносим средний слой каждого цвета. Отправляем в лампу на 30 секунд. Прошло 30 секунд, теперь пытаемся отделить цвет от подложки. Белый внутри остался мокрым, второй вообще практически не просох. Красный тоже не полностью просох. Под каждым материалом сырой гель-лак, но меньше всего на белом. Каждый из цветов продолжает пачкать подложку, поэтому мы сейчас еще раз нанесем и просушим 45 секунд. Прошло 45 секунд, белый практически сухой, черный имеет сырой материал внутри и красный тоже. В этом эксперименте белый просох быстрее всего, а черный и красный будут сохнуть одинаково долго, и сушить их нужно дольше. Понравилась рубрика? Ставьте пальчик вверх, набираем 5000 лайков под этим видео, и она выйдет в следующем ролике. Если после покрытия вы хотите добиться четкости формы, то уместнее подпилить форму свободного края, и торцы тогда все равно получатся без цветного покрытия. В таком случае не имеет смысла их сначала прокрашивать, а затем опиливать. Просто не нужно этого делать вовсе. Таким образом, первый слой гель-лака мы наносим глубоко под кутикулу. И теперь наносим второй слой. Палочкой уже не нужно приподнимать кутикулу, а также не будем прокрашивать веером под ней. В этот раз в флаконе набираю среднее количество материала, также опускаю палец вниз, ставим капельку в зоне кутикулы и начинаем ее подталкивать. И она сама у нас распределяется по первому слою. Кладем кисточку лежа, и второе и третье движение точно такие же, как были до этого. По диагонали прокручиваем в зоне синуса и прямая линия сбоку. Первым слоем цвета мы формируем ровную окантовку, а вторым добавляем плотности. Этот слой уже можно прокрашивать по несколько ногтей.
Когда у вас придет скорость, можете наносить второй слой сразу на 4 ногтя. Это сэкономит время. Но все-таки первый слой не рекомендую наносить сразу на все 4. Лучше делать по одному, во избежание затеков. Для прокраски всех 4 ногтей я кладу пальчики модели к себе на руку, и они стоят ровно. Некоторые цвета бывают столь плотными, что для них не требуется второй слой цвета. Но такие объемные слои нужно дольше просушивать в лампе. Отправляем в лампу на сушку на 1 минуту. Большой ноготь рекомендую просушивать отдельно и ставить его не посередине лампы, а с краю, потому что часто посередине не бывает диодов, и покрытие не просохнет или просохнет только с одной из сторон. Покроем топом без липкого слоя. Его использовать приоритетнее, потому что он не оставляет после себя липкой пленки, которая способна вызывать аллергические реакции. Опускаем палец вниз и покрываем как второй слой цветного покрытия. Топ наношу в средний слой, для того, чтобы еще немного выровнять поверхность и создать красивый ровный блик. Можно помочь тонкой кистью разложить материал, либо перевернуть ноготь клиента на 10 секунд для того, чтобы топ саморазровнялся. Перед постановкой в лампу переверните ноготь, убедитесь, что нет никаких затеков, и только тогда отправляйте на просушку. Если вы видите, что при покрытии топом на кисточке остается пигмент цветного гель-лака, это говорит о том, что гель-лак плохо просох в лампе. В таком случае нужно его досушить, а затем можно обезжирить поверхность. Остатки пигмента уйдут, и вы с легкостью покроете топом, не испачкав при этом кисть. Если топ жидкий по консистенции, рекомендую наносить по одному ногтю. Если топ более густой или вы работаете быстро, то можно наносить на 2-4 ногтя. Если топ с липким слоем, как правило, после полимеризации требуется некоторое время для его остывания, в таком случае поверхность будет более глянцевой. Топ мы наносим в средний слой, а не делаем им объемное выравнивание наподобие базой. Он не обладает такими моделирующими свойствами. Выполнили покрытие, и для придания четкости свободному краю мы его опилим. Не бойтесь опиливать торцы, это не повлияет на носибельность, поскольку было выполнено выравнивание базой. В некоторых случаях даже можно пройтись насадкой под ногтевой пластиной, выпиливая натуральный ноготь. Нравятся мои ролики? Хотите знать больше о маникюре? Предлагаю присоединиться и получить доступ к базе знаний школы Сакрамел. Более 20 видеокурсов по цене одного с получением сертификата. Они доступны по всему миру. Для подробной информации переходи в описание. Сейчас мы рассмотрели только один из способов прокраски под кутикулу. Если хотите знать и другие способы, посмотрите это видео. Я уверена, у вас обязательно получится. Ставьте пальчик вверх, если видео было полезно. Подписывайтесь на канал. Всем успехов! Пока-пока!